Иногда в мире происходят ужасающие события, которые уносят множество жизней. Такие катастрофы происходили и происходят в разное время и в разных точках планеты. Но насколько хорошо вы знаете катастрофы, которые преследовали мир в разные исторические времена? Пройдите этот тест и проверьте свои знания в этой области. Сколько людей погибло в Чикагском пожаре 1871 года? Великий Чикагский пожар продолжался с 8 октября по 10 октября 1871 года. Несмотря на то, что пожар был одной из самых масштабных катастроф XIX века, город сразу же начал перестраиваться, что послужило толчком к превращению Чикаго в один из самых значимых городов США. После пожара было найдено 125 тел погибших. Официальное количество погибших составило 200-300 человек, что является небывало малым числом для пожара подобной силы. Пожар начался в 9 часов вечера 8 октября 1871 года в маленьком сарае на задворках дома 137 по Д. Ковен-стрит. Наиболее известная версия, что пожар вызвала корова, опрокинувшая копытами керосиновую лампу. Общая площадь пожара составила 8 квадратных километров, включая 120 километров дорог, 190 километров тротуара, 2000 фонарных столбов, 17 500 зданий, общей стоимостью $222 миллиона, то есть примерно треть города. В каком году утонул Титаник? Крушение лайнера «Титаник» произошло в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года из-за столкновения с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики. Трагедия унесла жизни от 1495 до 1635 человек при 2208-2225 людей на борту, из которых всего 712 человек было эвакуировано. Крушение произошло во время первого рейса парохода, следовавшего по маршруту Саутгемптон, Шербур, Квинстаун, Нью-Йорк. Основная часть людей погибла от переохлаждения, поскольку температура океанской воды составляла -2 градуса. Малое число спасшихся обусловлено соответствующей готовностью к эвакуации, отвечавшей при этом нормам своего времени, главным образом недостаточной суммарной пассажировместимостью спасательных шлюпок на борту судна. Корабль затонул за 2 часа и 40 минут, однако суда, откликнувшиеся на сигналы бедствия, находились слишком далеко и не успели прийти на помощь. Когда произошла Чернобыльская катастрофа? – 26 апреля 1986 года случилась авария на Чернобыльской АЭС. В ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке ЧАЭС проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор, при этом планово была отключена система аварийного охлаждения и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты на энергоблоке произошел взрыв и пожар. Непосредственно при взрыве погиб 1 человек, оператор насосов Валерий Ходемчук, а утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашонок. 27 апреля был эвакуирован город Припять, а в последующие дни население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, из них 70% на территории Украины, Беларуси и России. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Что произошло на горе Сент-Хеленс?
Крупное извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года остается самым смертоносным и экономически разрушительным вулканическим событием в истории США. Погибло 57 человек. Было разрушено 200 домов, 47 мостов, 24 километра железных дорог и 298 километров автомобильных дорог. Массивная лавина обломков, вызванная землетрясением магнитудой 5,1, вызвала боковое извержение, которое уменьшило высоту вершины горы с 2950 метров до 2549 метров, оставив подковообразный кратер шириной 1,6 километра. После извержения в 1980 году вулкан испытывал непрерывную вулканическую активность до 2008 года. Какой завод загорелся в 1911 году, в результате чего погибло 146 человек? Пожар на швейной фабрике Triangle, крупнейшая производственная катастрофа города. Погибло 146 рабочих фабрики, из них 123 женщины. Швейная фабрика Triangle занимала 8, 9 и 10 этажи здания H-Building на Манхэттене в Нью-Йорке, США. Пожар начался на 8 этаже здания вечером в субботу 25 марта 1911 года. Почти сразу выходы из здания оказались заблокированы, хотя часть находившихся в здании людей, включая хозяев предприятия, сумела выбраться на крышу, а некоторым удалось спуститься на работавших лифтах. Многие выпрыгивали из окон, так погибли 62 человека. Пожарная команда приехала быстро, но потушить пожар оказалось непросто из-за высоко расположенных горящих этажей, до которых не доставали пожарные лестницы. Где произошел разлив нефти из танкера Exxon Valdez? Выброс нефти из танкера Exxon Valdez. Авария танкера компании Exxon Valdez. Авария произошла 23 марта 1989 года у берегов Аляски. В результате катастрофы около 10,8 миллионов галлонов нефти вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров. Всего танкер перевозил 54,1 миллиона галлонов нефти. Было загрязнено нефтью около 2000 километров береговой линии. Район аварии был труднодоступным, туда можно добраться только по морю или на вертолетах, что сделало невозможной быструю реакцию служб и спасателей. В этом районе обитал лосось, морская выдра, тюлень и множество морских птиц. В течение первых дней после аварии нефть покрыла огромный район в заливе Принц Уильям. Компания Exxon обвинила капитана в том, что танкер сел на мель. В 2009 году капитан танкера Exxon Valdez Джозеф Хейзелвуд принес искренние извинения народу Аляски, заявив, что он был несправедливо обвинен в катастрофе. Делитесь в комментариях, какие катастрофы произвели на вас наибольшее впечатление, а какие катастрофы были для вас новые.